Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня буду готовить простой вкусный торт на день рождения мужа. Бисквит для торта готовлю классический. Выпекать его буду в кольце диаметром 20 см. В миску разбиваю 6 яиц. Яйца у меня категория ISO, комнатной температуры. Для торта диаметром 20 см хватит и 5 яиц. Но я хочу бисквитной крошкой украсить бока торта и сделать высокие коржи. Если вы будете готовить бисквит на 5 яиц, то уменьшите количество сахара и муки в рецепте на 30 грамм. Добавляю щепотку соли и взбиваю яйца до пены. Не прекращая взбивания, частями добавляю 170 грамм сахара. Я в бисквит буду добавлять экстракт ванили. Если у вас его нет, то на этом этапе добавьте ванильный сахар или ванилин по вкусу. Когда весь сахар добавлен, постепенно увеличиваю скорость миксера и взбиваю яйца до побеления и пышности, пока на поверхности яичной массы не появятся стойкие следы от венчиков. На взбивание может уйти 7-10 минут. Это зависит от мощности вашего миксера. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. К концу взбивания снова постепенно снижаю скорость миксера. Добавляю 2 чайные ложки экстракта ванили по вкусу и продолжаю взбивать яйца. Яйца посветлели и увеличились в объеме. Вот такая у них консистенция. В миске 180 грамм пшеничной муки. Чтобы у меня гарантированно получился высокий бисквит, добавляю примерно пол чайной ложки разрыхлителя для теста. Перемешиваю, чтобы разрыхлитель равномерно распределился в муке. При желании разрыхлитель можете не добавлять. Муку просеиваю и добавляю в яйца в 3 приема. Венчиком круговыми движениями вмешиваю муку в яйца. Поднимаю ее с дна миски, так как мука оседает на дно. Муку в яйца вмешиваю аккуратно. Стараюсь не нарушить воздушность теста, но слишком долго не мешаю, чтобы тесто не опало. Если вам нравится это видео, то ставьте пальчик вверх и напишите свое мнение о рецепте. Поделитесь видео с друзьями, вы этим поможете развитию канала. В конце замеса лопаткой прохожусь по дну и бокам миски, чтобы убедиться, что вся мука вмешалась. Готовое бисквитное тесто долго стоять не должно, поэтому форму я подготовила заранее. Кондитерское кольцо у меня разъемное. Я установила диаметр 20 см. Снизу кольцо обмотала фольгой. На дно постелила антипригарный пергамент. Выкладываю тесто в форму и разравниваю. Чтобы избавиться от лишних пузырьков воздуха, шпажкой перемешиваю тесто. Форму отправляю в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов. Выпекаю бисквит в режиме вверх-вниз примерно 30-35 минут до сухой шпажки. Первые 20 минут духовку не открываю. Мой бисквит выпекался 35 минут. Даю ему немного остыть в форме. Вырезаю бисквит из формы. Даю ему немного остыть на решетке. Еще теплый бисквит заворачиваю в пищевую пленку и убираю в холодильник для стабилизации до завтра. Стабилизироваться бисквит должен не менее 6 часов.
Готовлю конфитюр в начинку. У меня будет две начинки. В сотейник кладу 300 грамм персиков. Они до конца не разморозились. Если вам интересно, как я замораживаю персики, чтобы они сохранили свой цвет после разморозки, напишите об этом в комментариях. Добавляю 70 грамм сахара по вкусу и перемешиваю. Включаю плиту и на медленном огне довожу персики до кипения, периодически помешивая. Сока много, поэтому варю их примерно 3 минуты, чтобы испарилась лишняя влага. Здесь 15 грамм кукурузного крахмала. Заливаю его небольшим количеством холодной воды, чтобы покрыть, и перемешиваю до растворения крахмала. Вы можете готовить одну начинку в торт или вообще собрать торт без конфитюра, только с кремом. Добавляю крахмал в сотейник и готовлю, помешивая на медленном огне до загустения. Как только на поверхности конфитюра появились крупные пузыри, готовлю примерно полминуты и выключаю плиту. Конфитюр перекладываю в миску. Накрываю пищевой пленкой в контакт и даю ему остыть. После остывания уберу конфитюр в холодильник до завтра. Готовлю второй конфитюр в начинку. В сотейник кладу 300 грамм клубники. Добавляю 80 грамм сахара по вкусу и перемешиваю. В общем, готовлю клубничный конфитюр так же, как и персиковый. Крахмала добавляю тоже 15 грамм. Снимать, как я отвешиваю сметану для крема, в этом видео не буду. Кому интересно, можете посмотреть процесс отвешивания сметаны в видео с рецептом торта, который я готовила на день рождения сына. Подсказка на видео появится вверху экрана. На следующий день готовлю крем. Венчики и миску для взбивания предварительно охладила в морозильной камере. Наливаю 100 грамм охлажденных сливок жирностью 33%. Жирность сливок не должна быть менее 30%. Добавляю 120 грамм сахарной пудры по вкусу. Пудру просеиваю, так как она имеет свойство комковаться. Чтобы сахарная пудра при взбивании не пылила, лопаткой перемешиваю ее со сливками. Перемешиваю миксером, чтобы сахарная пудра немного растворилась. Добавляю 360 грамм охлажденного крем-сыра. У меня крем-сыр торговой марки «Президент». Его жирность 24,5%. Муж любит его вкус. И так как основной ингредиент крема – сметана, крем-сыр добавит стабильности крему. Перемешиваю миксером, чтобы разбить комочки сыра. Отвешенной сметаны у меня 600 грамм. Жирность сметаны 20%. Сметана тоже из холодильника. Сметану добавляю частями и перемешиваю крем на низких оборотах миксера до гладкости и однородности. Вес неотвешенной сметаны 900 грамм. Крем перемешиваю лопаткой. Вот такая консистенция крема у меня получилась. Вес крема 1 кг 199 грамм. Я его разделила на 4 части. В каждом корнете примерно 300 грамм крема. Бисквит из холодильника достала заранее и разделила на 3 коржа. Коржи толстенькие и красивые. Низ и верх бисквита отрезала и измельчила в крошку, которой буду покрывать бока торта. Торт буду собирать на тарелке. По центру кладу немного крема, чтобы закрепить корж. И кладу корж. Вокруг бисквита установила кондитерское кольцо и бордюрную ацетатную ленту. Классический бисквит суховат,
поэтому корж пропитываю молоком. В миске у меня 300 мл молока. На пропитку ушло примерно 200 мл. Муж любит влажный бисквит, поэтому пропитываю корж тщательно. И не забываю о краях бисквита. Сверху кладу немного крема и распределяю его по коржу ложкой. Делаю бортик из оставшегося в корнете крема. Крем разравниваю ложкой. Бортик достаточно высокий, чтобы в углубление поместился весь конфитюр. В конфитюре много крупных кусочков клубники, поэтому конфитюр укладываю ложкой и разравниваю. Сверху кладу следующий корж, слегка придавливаю и пропитываю. Снова кладу немного крема и разравниваю ложкой. В общем, всю процедуру повторяю. Персиковый конфитюр тоже укладываю ложкой. У конфитюра красивый оранжевый цвет. Он мне нравится. Сверху кладу третий, последний корж. Слегка придавливаю и пропитываю. Наношу крем из третьего кондитерского мешка и разравниваю ложкой. Часть крема оставляю для украшения торта. Оставшийся крем убираю в холодильник. Верх кольца накрываю пищевой пленкой, чтобы торт не впитал в себя запахи холодильника. И убираю в холодильник на 4 часа для стабилизации. Через 4 часа сняла с торта кольцо и ацетатную ленту. Сборку заканчиваю в тортовнице. Наношу крем из полного кондитерского мешка на бока торта и выравниваю шпателем. Наверх торта наношу еще немного крема и тоже выравниваю шпателем. Часть крема оставила для украшения. Мягкой силиконовой лопаткой наношу бисквитную крошку на бока торта и немного крошки наношу по периметру торта на верхушку. Оставшимся кремом украшаю торт. Для этого я поместила мешки с оставшимся кремом в другие кондитерские пакеты с насадками. По периметру торта сделала бортик из крема и делаю цветочки. Торт притрусила кондитерской посыпкой по вкусу. Вот так выглядит мой торт. Завтра день рождения мужа. Накрываю его крышкой от тортовницы и убираю в холодильник для стабилизации до завтра. Торт высокий, и я крышкой немного придавила верхушку. Обидно. Вот такой простой и вкусный торт на день рождения мужа у меня получился. Вес торта 2 килограмма 200 грамм. Торт в меру сладкий. Кто любит послаще, увеличьте количество сахарной пудры в креме. Мои мужчины любят в меру сладкие домашние торты. Бисквит в торте самый простой, классический. Хоть в креме для торта крем-сыра немного, вкус его отлично чувствуется. А вкус сметаны как раз практически не ощущается. Так что этот крем можно в какой-то мере назвать бюджетным для любителей крем-сыра, так как основное количество недешевого крем-сыра я заменила на бюджетную сметану. Я торт готовила с 2 начинками. Муж любит и клубнику, и персики.
Вы можете приготовить конфитюр из любых ягод или фруктов, которые вам нравятся. Или приготовить еще более бюджетный вариант торта, только с кремом. У меня персики и клубника со своего сада. Без конфитюра торт тоже получится вкусным. Готовится торт просто, а съедается быстро, потому что очень вкусный. Мужу торт понравился, и он остался доволен. Сыну торт тоже понравился, и он просит в следующем году приготовить на день рождения торт с 2 начинками. Рекомендую вам приготовить такой бисквитный торт, он вам тоже понравится. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. У меня для вас есть еще много интересных рецептов. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!